Приветствую, ребятушки, всех на своем канале. По обыкновению, что по качеству звука не глушит ли вас, черкните. И будем посмотреть, что же вам передают люди, хотят передать. Возможно, даже высшая сила, ибо эти люди никогда не признаются. Что же вам хотят передать за людей, которые творили ритуалистику санную в вашу сторону, и при этом еще пытались скрыть себя, чтобы вы их не просмотрели? Итак, всем добрый вечер, и я диспетчер. 3 человечка, 3 ситуации. Пусть будет так. Давайте посмотрим господ. Да? Что у них там? Что они прячутся, делают и прячутся, главное. Как у них дела? Посмотрим, что вам делали. И с чем сейчас остались? Итак, этих мы откладем. Смотрим на первого. Здесь остуда. Остуда ваших, видать, способностей, да. Чтобы вы не наполнялись гармонией, не смогли заключать договора. Работа была этим человеком произведена на погосте через хозяина кладбища. Делало и пряталось. Давайте посмотрим, как сейчас жизнь складывается у персонажа. Вы знаете, здесь у человека нет возможности иметь детей, либо нет возможности что-то начать. Да, здесь, смотрите, из-за крыс, которых человек сам держит в своем окружении, он вошел в страдания, в испытания, короче, не проработка по христианскому эгрегору. Не проработка. Дайте-ка я угадаю, кто в этом виноват. Видимо, вы, а не то, что человек просто, безвольное существо в окружении находится с теми людьми, которые его пожирают и не дают зачатия новым начинаниям. Человек, кстати, перестал доверять своему окружению. Сюрпризов нет, детей нет. Не все знает человечек. Хотя считает здесь женщина, может быть, которая я рассчитываю только на себя. На самом деле, знаете что? И от всех прячет, и высшая сила. Дело в том, что там неплохо, да? Закрывают ей многие знания и понимание того, как, что на самом деле происходит. Человек в тоске, в муке душевной и в депрессоне находится. Человеком управляют ради даров, ради урожая, пожинают его же урожай. А ну-ка, что бы этот человек хотел передать? Что бы он хотел бы вам передать, сказать?
когда им была произведена та либо иная магическая махинация, манипуляция на то, чтобы вас там запугать, скинуть на вас бремя, страхи, ноши какие-то, вы оставались в спокойствии и величии разума и пошли в реализацию себя. Но человек от чего-то считает, а почему ты так думаешь? Человек закрыт, закрыто его сознание. Человек считает вас завистливым. Хотя, скорее всего, в его окружении завистники находятся, а вы при силе, вы при своей власти и премудрости. И это по справедливости, его закрытие и ваша сила. А ну-ка, зависть в вашу сторону была? Человек в свое время принял важное решение насчет дома, стабильности семьи. Да, зависть. Вы знаете, я бы не сказала, что зависть. Здесь человек через определенные договора хотел, чтобы вы сидели, видимо, в каких-то печалях насчет того, что у вас не удались, возможно, семейность, брак, там с домом вопросы. Но вы уже прошли этот урок, это давно уже разрушено, и человек сознательно делал выбор, влиять на вас, либо не влиять. Ну, повлиял. Повлиял, и что здесь сказать? Здесь не сколько зависть, сколько... А что такая ерепень-то с твоей стороны была? Вы знаете что? Здесь человек не понимает тот факт... Короче, человек боится остаться в одиночестве. Если здесь, да неважно кто, мужчина или женщина, цепляются за любые отношения, лишь бы в одиночестве не сидеть. Почему-то посчитал человечек, что он теряет мудрость, знания, духовную силу из-за вас. Здесь справедливость по отношению к этому человеку закрыта. Грязь на вашу деятельность человечина может лить. Вы это все остановили в свое время, пошли в духовность. Вас считают эти люди самомнительной эгоисткой, либо эгоистом, а вы просто идете вверх, у многих здесь уже семья. У многих здесь целеустремление, либо здесь такой человек рядом с вами. Если не семья, значит здесь покровитель из вашего рода. А люди все пытаются всякой белибердой воздействовать на вашу деятельность, чем бы вы ни занимались. Коварство и злой дух их не покидает. Им плевать на других. Эмоционалочка у людей пробита настежь. Их ждет трансформация и в чувствах. И дайте я угадаю, кто будет виноват и в трансформациях. Ну, вы поняли, да? Конечно же вы. Не они, нет. Вы будете виноваты. Что хотел бы передать? Не угомониться никак. А ну-ка, как у тебя жизнь сейчас? Человек думал, что все под его контролем, он управляет своей жизнью, ждал каких-то новостей, а получил такие новости, что аж озлобился. Месть, ярость одолела. Ждали прорыва в отношениях, в решении вопросов, которые не решались, а шли по закольцовкам. А не получается. Каждый день беспокойство за беспокойством. И вампиры присутствуют в жизни этого человека, которые его же и пожирают, и уничтожают. Тихонечко, планомерно
Пока человеченко не придет к своему пониманию. Что бы они вам хотели сказать? Или оно, уже оно. Что никак не успокоится. А ну-ка, а что ваша деятельность не дает покоя? А вы с этими людьми боролись, и они попали в кандалы. Они не могут теперь с вами бороться и в порочном круге бедствий находятся. Они здесь магичили на то, чтобы вы в круговорот проблем, хаос попали, заблудились, свою магическую силу не взяли. Теперь они в одиночестве. Возможно, если там их было кагала, то разругались друг с другом. Либо знаете как, каждый друг в друге сомневается, но делает вид, что они еще общаются, либо дружат. Вот так вот по первому варианту у нас. Будем переходить ко второму. Ненасытное желание. Здесь человек пробивал вашу энергию, чтобы наполниться тем, что есть у вас. Ну-ка. Нужна была ваша энергия. Либо я скажу так, этому человеку кто-то другой для его восстановления скидывал вашу энергию. Здесь сплетни, здесь разговоры о том, как бы с вами навести какой-то контакт. Сделать вас марионеткой, забросить в иллюзии, в оморочки через общение. Да. Для чего? Чтобы вы ушли от атаки и пошли на компромисс, тем самым залезли в какие-то испытания. А они бы свои испытания на вас скинули и закрылись бы от этого. И здесь через, знаете как, встретиться бы, поговорить. Ну, здесь обсуждение всей этой ситуации за вашей спиной. Я вам еще как вариант говорю, по этому варианту человек мог предлагать другому вашему недругу с вами выйти на связь, дабы вы как-то помогли. 15-й поставил на важное решение. Ну, здесь открыт ящик Пандоры. Что там? Деньги через интернет не идут кому-то другому. Здесь два. Этот постарше, другой помладше, они беседуют. И здесь вот этот говорит другому, как бы сделать так, чтобы и тот, и этот поимели с вас вашу энергию. Им нужно преобразовать свою судьбу, свой род. Нужно от сущак избавиться и идти вверх, понимаете? А почему у вас с родом там беда, огорчение? Доведьмачились, доведьмачились. А ну-ка, понимаете вы?
знаете, они начинают, вот этот человек начинает другому говорить, они как будто бы вдвоем беседуют и начинают понимать, что заблудились-то они чуток, не туда влезли. У них очень много мороков насчет своего внутреннего потенциала. Ждали сюрпризов, а попали в надуманные проблемы. И вот пытаются, видимо, освободиться и ищут пути дороги. Им не дают освободиться люди в тупиках. Их ставят на важное решение. А решение это нужно принимать через угрозу, агрессию, либо же страсть. У людей страхи, боязни, комплексы берут свое. Пытаются что-то через интернет для себя найти, либо к кому-то обратиться, либо куда-то поехать, либо вообще что-либо создать, а у них не получается. В интернете дела не идут. Значит, они это делали вам. Обсуждали, видимо, как это можно перекрыть, как вам можно гадостей всяких наделать, вместо того, чтобы заниматься своим. Видимо, не идет, да? Ложные договора были в поездке заключены этим человеком с некой змеей, которая была под масками в их же окружении. Она специально им как будто, знаете, вот одному писала, и вот эта младшая говорила вот этому постарше человеку, что, а им третья писала, либо третий писал. Змеюка тоже по отношению к ним, но они ее возле себя сами пригрели. Писала и специально их как будто бы, знаете, подначивала против вас. Что вот нам нужно забрать ключи у нее, да это вы типа сделали гадости, понимаете? А эти беспокоились только зря. Может, к вам когда-то хорошо относились, но потом начали говно в своих ушах полоскать сорта определенной личности. И началось, понимаете, дурдом, солнышко. Да, у них ключей нет, все. Не получается, у них энергии тупо не хватает, да, они чистятся, но ничего не получается. У них какая-то кармическая проработка родовая по закольцовке пошла с мужчинами. А за счет мужиков думали, что проблемы какие-то решатся, и что-то распалось. Здесь высший абсолют выходит. Здесь, возможно, какой-то мужчина перестал им давать помощь. Мужчина из семьи. Говорит высший абсолют мудрости, набирайтесь, а до тех пор в оковах посидите. Да вызывались не того, что надо. Много чего доставали из древа рода и залезли в карму. Здесь такое впечатление, что карма какая-то настигла мужика из их рода. Вот так вот. От него им была поддержка, была помощь. Но здесь очень много магии. Нежданчиком, видать, хватанули, знаете, делали вам одно, а их ебануло по их местам. Не сколько слабым, сколько, видимо, знаете, люди живут и иногда считают, что, ну, так будет всегда, вот, или, допустим, так положено, или это норма, перестают ценить то, что им дано, вместо того, чтобы заниматься своим делом, они начинают вот всякой хуйней страдать, лезть в жизнь других людей, в их дела, обсуждать. Мозги собственные не включают. Проще ж просто сплетнями пожить, бухнуть, потусить, вместо того, чтобы логически мыслить начать. Вот. И здесь прилетело. Так прилетело. И еще летит, кстати. Там, я же говорю, там высший абсолют, я смотрю, нормально так. Знаете здесь что? Здесь, прежде чем кто-то из них
или их детей, если таковые там имеются, встретит какого-то достойного мужчину, который действительно будет опорой, поддержкой. Пройдет очень много лет, если не поколение, воплощению этих людей. Так, третий персонаж. В одиночестве, Таро владеет, корректирует типа судьбу. Позиционирует себя проводником энергии, скорее всего, высших сил. А сам человечишка сидит в скуке, в печали, в грусти и в тоске. Это вот эти вот сверхсильные амагуи, которые, видимо, считают, что нападать из-под тишка, со спины, это, блядь, по кодексу у них называется. Вершители справедливости. Чтобы, в карме все. Неожиданное событие произошло. Надуманные проблемы пошли, пытается оставаться в спокойствии, и погружается человек в себя. Ищет ответы внутри своей интуиции. А нет интуиции, фамильяры покинули человека, охранцы покинули. Соперница, конкурентка на вашем пути. Здесь, знаете, еще человек такого плана, которого дает зависть изнутри, считает не только ваши, но и любые другие деньги любого человека, который к ней обращается как клиент. И еще, эта мадам может пытаться влезть в ваше пространство, дабы с вами пообщаться. Да, она все сидит, ждет, когда бабло ей капнет, видимо. Либо за работу против вас, либо здесь финансовый канал сдирался. Но здесь барышня, которая лезет в ваше пространство. Либо под масками через левые всякие аккаунты в интернете, неважно, либо конкретно вас вызывает, так сказать, на рандеву. Посплетничать, да. Она же с мужиком сплетничает о вас. Видимо, хотят расправу вам внести. Да, здесь именно ритуалистика на то, чтобы вам расправу внести. А на самом деле одевают на себя испытания через христианский эгрегор. Товарищи накручивают себе обороты для проработки в будущем. Ваше древо рода надо, понимаете, хапнуть оттуда, потому что их древо рода, вот этот вот мужик к ней полез, его по праву обрубили. Да, по праву. Еще и как, за измену. Он сам свой род предавал, то есть сделать мог на детей против вас, там, насрана. Ей, видать, нажаловался, она говорит, порешаем. Но здесь смотрите, как вот этот вот мальчик, сосуночек, ни на что не способный в жизни, будет истреблен своим же родом, так и эта куропатка пойдет за ним следом, и никак иначе. А планы должны были осуществиться, должны были решиться все их проблемы, должен был появиться выбор, открыться пути, поездки, новое начинание в любви, в интуиции, и бах! Сигнал предупреждения получили люди. О чем они молчат? Потенциал рода предков воровали ваш через подклады, через подарки, неожиданные сюрпризы. Знаете, как, девочки, если это бывшатина, вдруг нежданно-негаданно алиментики перевел. Туда же. Понятно? Выплатил задолженность по тем же алиментам. И сидели, наблюдали. Когда же вас там накроет? Когда же там что случится? А ничего не случится. Все это остановлено. И им новости пошли о том, что вы полны удачи, что вам идут деньги, что вы самостоятельная сильная ведьма с заключением договоров. И почему-то считают, что у вас сложные договора. Не
нравится им то, кто с вами сотрудничает. Они хотели, чтобы вы считали, что вы не с теми заключили договора. А вы еще и как с теми заключили. А договора почему ложные? Потому что они не могут считать, с кем вы их заключили. А у них договора ложные. Вообще ни о чем. С ними даже никто договор не заключал. А кто? Нихера себе. Слушайте, а здесь кто-то по справедливости к ним вышел. Я так предполагаю, очень-очень сильный, мощный, древний. И что-то им запланировала, ну-ка. Радость. Ключи. Силу. Все. Отсекается от них радость. Ключи, которые были у каждого из них родовые, их сила, власть, мудрость. Прям отсекается решительно. Прямо, знаете, перерубила им все. Что они еще вам хотели бы сказать? Мужик на чистку приходил, а попал в тупики. Приоритеты-то не расставил насчет тех закольцовок, которых сам вращался. Бабу наебал. Да, причем не единожды. Она, видать, что-то там из-за денег или из-за чего-то там плясала, выкручивалась. Что ты пыталась доказать, что ты умная? Или прям сильная, или что, непонятно. Прям, знаете, не единожды было обращение. Сейчас, секунду, подождите. Почему? Потому что ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай сделаем еще что-то опять не так, что-то еще не так. Или она его накручивала на это. Там, скорее всего, обоюдное объебалово, ребят, было. Не все этот мальчик понимает, не все знает. И баба пытается съебаться от наказания, наверное. Не съебешься. Не будет ни перехода, не вырулишь ты ни благодаря своим детям, ни благодаря чему. Такие люди не понимают, что за несанкционированные вещи, чистки, не пойми какой мерзости, как ни странно, вы открываете возможность уничтожения того, что дорого вам. Вот так-то. А ну-ка, ставки у тебя были на твое будущее поколение? Чего, не было? С детьми, что ли, еще проблема? Здесь что, мастер-практик, обиженка на своих детей? Какой же ты практик, мать твою? Здесь, по-моему, вот эта госпожа, которая на вас дернулась, она так нехило потом будет пахать, учиться защищать своих будущих потомков, но уже с других миров. Чтобы она... Ну, здесь человек, который, походу, и любить не умеет, даже своих детей. Все ради богатства. Она прям может манипулировать через злобу, агрессию, страсть, чтобы получить, что ей надо. Дети на нее в обидах, в слезах, разочарованиях и в помрачении разума. Ее же здесь девочка может быть у этой бабы. Все время идет на компромисс. Ой-ой-ой-ой, так тебя надо припечатывать и припечатывать, блядь. Угу. Она энергию даже со своих детей тянет ради того, чтобы идти вверх, получать знания. А все.
Размолвка, конфликт. Здесь, скорее всего, что дети отвернутся. Потому что она узнают о ее каком-то предательстве в их сторону. И пойдут в собственный рост. Да, будут свое прорабатывать, но дело в том, что они добьются того, чего хотят, и реализуют себя. А потом им придется встретиться со всей той белибердой, что творила их мать. Вот это кобыла. И начнут преобразовывать. Тут ящик Пандоры по ним откроется. Под масками на ментале их судьбу просто будут разрывать. Да. Их семьи, их женственность. Тут, ребята, ну нафиг. Тут я вам хочу сказать так. Вот так вот, глупейшим, причем недолгоиграющим действием человек обосрал будущее своим детям. Еще больше, чем было до того, как эта вся заваруха коснулась именно вас лично. Через вас просто пришло то, что должно прийти было, ветку эту родовую, дабы они научились понимать, что-то ценить и осознавать, скорее всего. Возможно, там баба, которая со своих детей что-то качала, поняли? И они просто отворачиваются, и все. И она на бабах остается. Скажут: мамочка, да пошла ты в ебеня. Ты как мать-то ни черта не сделала для нас. Или для меня. Что-то в этом роде, ребятки. Надолго пока не прощаюсь. Всем остальным пока-пока.